Всем привет! Сегодня я хочу рассказать вам о городе Лас-Чифирос. Продолжить тему, где и что купить на острове Тенерифе. Лас-Чифирос – это такой городок, он находится на юге Тенерифе и принадлежит муниципалитету Сан-Мигель-де-Абона. Здесь также проживают, есть небольшой населенный пункт, но больше этот район известен тем, что здесь находится очень много крупных магазинов. По обе стороны автострады здесь находятся торговые павильоны. Как вот ребенок, здесь вообще не предусмотрено для пешеходов. Здесь, чтобы пройти, нужно вот сейчас переходить дорогу в неположенном месте. Но иначе тут нельзя, потому что пешеходных переходов здесь вообще нет. Ни на одной дороге нет пешеходного перехода, хотя все эти пешеходные дорожки имеют спуски для колясок. То есть, видимо, пешеходный переход предусмотрен, но без зебры. На острове Тенерифе есть две Икеи. Одна находится здесь, в Лас-Чифиросе, вторая в северной части Тенерифе, в городе Ла-Лагуна. Но они отличаются тем, что если вы поедете на север, там вы можете приобрести все, что пожелаете. А здесь, в Лас-Чифирос, Икея намного меньше, и она больше как выставочная. Здесь, конечно, можно купить какой-то мелкий товар, допустим, полотенце, постельное белье, какую-то посуду. Но вот из мебели здесь купить ее нельзя. Нужно заказывать, подойти к оператору, который в магазине находится, выполнить заказ, оформить доставку, и тогда они вам привезут этот необходимый товар на дом. Доставка у них 25 евро стоит. Также вы можете, например, если у вас старый диван, вы можете также заказать, чтобы они вывезли старый диван на утилизацию. Ну или любую старую мебель, которую вы хотите утилизировать. Открытие магазина Икея на юге облегчило жизнь клиентам. Не нужно теперь ехать на север. Но небольшая площадь магазина не позволяет выставить весь товар, поэтому крупные покупки мебели нужно оформлять через оператора в магазине или онлайн. Здесь есть в Лас-Чифирос очень хороший магазин мебели, он называется Marrero Home. Если вам нужна качественная мебель, они продают хорошие диваны. Но стоимость этих диванов уже будет от 1500 и выше. Сижу сейчас в кафе, оно такое уютное в том плане, что здесь очень много так зелени, сидишь под деревом, в тени, рядом журчит фонтан, пью кофе и жду, когда мне обслужат машину. У меня машина на гарантии, поэтому раз в год, ну, либо зависимо от пробега, я должна проходить обязательное техобслуживание. Также здесь в Лас-Чифирос есть два офиса, где вы можете пройти техобслуживание. Тоже обязательно, но не на гарантии, а обычно, обязательно техобслуживание.
В прошлом году я проходила, заплатила 38 евро. Очень хорошо проходит сам процесс. Здесь также в городе Лас-Чифирес можно купить автомобиль. Здесь находится несколько автодилеров, которые продают новые и поддержанные автомобили также. Если вы хотите купить поддержанный автомобиль напрямую от владельца, есть такой сайт, который называется Миль Анунциус. Я в свое время первый свой автомобиль купила именно через этот сайт. Когда вы покупаете напрямую от владельца, оформление вы берете на себя. То есть покупатель, приобретая автомобиль, оформляет его и регистрирует за свой счет. В свое время мне это обошлось в 150 евро, когда я покупала первый свой автомобиль. Вот. При смене владельцев номер машины не меняется, он остается прежний. Номер машины называется здесь в Испании матрикула. Поэтому имейте в виду, что здесь новый номер машины купить нельзя. То есть нельзя, например, купить, если вы хотите какой-то там специальный номер, то здесь это не работает. Но хочу сказать, что здесь поддержанные автомобили очень плохие, убитые машины. Найти хороший автомобиль, поддержанный от одного владельца, тот, который бы хорошо следил за своей машиной, очень сложно, вам скажу. Я в свое время, когда купила первую машину, натолкнулась на такие проблемы, что машина была очень сильно убитая, и мне, конечно, пришлось там поменять многое, что через 2 года я ее продала. Сейчас здесь в Лас-Чифирес делают дорогу, расширяют магистраль для того, чтобы не создавались пробки, а то сюда приезжаешь и подолгу стоишь для того, чтобы заехать в этот район. Поэтому улучшают условия для того, чтобы не создавались пробки. Качество дорог на Тенерифе и на других Канарских островах очень хорошее. Это не только мое мнение, я часто слышу от приезжих. Они, видимо, сравнивают со своими странами и говорят, что на Тенерифе прекрасные дороги. С этим я полностью согласна. Буквально вот вчера я ехала с туристами из Финляндии, и мы сравнивали налоги, какие у нас и какие у них. Ну так вот, если налог на транспортное средство, муниципальный налог у меня на свою машину, я плачу 54 евро в год. Они же на похожий автомобиль платят 300 евро, и плюс у них еще есть обязательный налог на дизельное транспортное средство. Здесь такого нет. Поэтому есть преимущества. И бензин здесь также, стоимость на топливо здесь тоже гораздо дешевле, чем в других странах Евросоюза. Надо сказать, что это острова, поэтому здесь стоимость дешевле, но все равно, если сравнивать с другими странами, то, конечно, здесь разница существенная. Хочу сказать несколько слов о себе. Я живу на острове с 2009 года, и с 2012 года я занимаюсь арендой и продажей недвижимости. В ближайшее время я хочу сделать видеоролик, рассказывающий о расходах на приобретение недвижимости и на ее оформление. Потому что очень часто меня об этом спрашивают. Буквально вчера мне позвонила одна женщина, у нее такая ситуация, она покупает квартиру. И у нее уже сделка на следующей неделе. Покупает она через какое-то агентство, я не стала уточнять, потому что это некрасиво. Но дело в том, что это агентство до сих пор ей не объяснило, сколько денег она должна потратить на расходы по приобретению недвижимости и на ее переоформление. И она звонит, спрашивая эти вещи совершенно у чужого человека. Так понимаю, что у нее еще возникли сложности с языком. Видимо, там объясняют ей
не на ее родном языке, поэтому она ищет информацию извне, так сказать. И, значит, она мне объясняет, что она приобретает недвижимость за 45 тысяч евро. Я ее спросила, где вы ее нашли, эту квартиру? Она сказала, что квартира находится в городке Эль-Фрайле. Городок Эль-Фрайле – это такой специфический городок на острове Тенерифе. Он находится в муниципалитете Арона и считается на сегодняшний день самым дешевым районом на приобретение недвижимости. В этом городке Эль-Фрайле проживает большая часть населения чернокожих и марокканцев. И считается не самым благополучным районом на Тенерифе, ну и, соответственно, цены на недвижимость там дешевые. Вот она нашла квартиру за 45 тысяч, и у нее вопрос, сколько же она потратит на приобретение и на переоформление. Вот. Она говорит, мне объясняют, что 10%. По сути, все агентства говорят так. Если вы приобретаете без ипотечного кредита, то примерно где-то на оформление у вас выйдет 10%. Если вы покупаете с ипотекой, то примерно где-то будет 12-14% от стоимости объекта недвижимости. Ну и вот у этой женщины тоже возникли сомнения по поводу этого. Поэтому я всегда оставляю в описании под видео свою почту. Если у кого-то возникают вопросы, вы мне пишите напрямую на почту, потому что в комментариях я не отвечаю на такие вопросы подобного характера. Поэтому пишите мне на почту, и в ближайшем времени я сделаю видеоролик, касающийся этой темы. Смотрите, какая классная штука. Я даже не знала, что здесь такое есть. То есть здесь детей можно, не только детям, можно и взрослым обучаться ездить вот на таких горках. Класс. Ну, там детки совсем маленькие, наверное, годика 3-4 им. Вон, поехали. Как здорово. Вау. Такие шустрые. Даже вот на эту группу 3 преподавателя, даже вот там 4-я девушка. Смотрите, как здорово. Называется Escuela de BMX Сан-Мигель. Вот телефон для информации. Я загуляю по Лас-Чфересу, посмотреть, давно здесь не была, показать вам, какая здесь недвижимость. И гуляя здесь, я увидела зону отдыха. Здесь настолько все предусмотрено. Эта зона отдыха, она разделена на детскую площадку для совсем маленьких. Есть волейбольная площадка для детей постарше. Также здесь зона отдыха для родителей. Настолько классно, красиво сделано. Мне очень понравилось. И здесь еще есть, если у вас есть собака, вы можете сюда прийти. Здесь специальная площадка для занятия с собакой. Прямо мне захотелось завести собаку. Настолько это удобно. Ты приходишь и можешь ей давать разные команды. И у меня вот раньше в детстве была собака, но таких площадок у нас вообще не было. А здесь так здорово. И есть специальная площадка для игры с собакой. Если нет ребенка, но есть собака, можешь прийти и играть с собакой. Есть в ваших городах площадки для собак? Вот здесь есть. Еще если ваша собачка сходила в туалет, а у вас с собой нет мешочка, чтобы убрать, то вот, пожалуйста, в парке есть вот такие специальные мешочки, которые вы можете взять и убрать в кал собаки. Открыто, я захожу.
Вот смотрите. Здесь вот просто парк, а вот если в следующую дверь пройти, да, я сейчас не буду там проходить, то здесь вот всякие там горочки, где собака может забираться, спускаться. То есть приходи с питомцем и играй. Перепрыгивать, барьеры всякие делать. Надо же. Жажда у собаки. Вы можете здесь вот набрать воды. Смотрите, есть вода. Набираете и поите собаку. Вот так вот. Все предусмотрено для детей, для взрослых и для животных. Ну вот такой тип недвижимости Лас-Чефирос. Тут даже есть местный барчик. До пляжа, конечно, здесь далековато. Тут, наверное, у них ближайший пляж это в Эль-Медино ездить, либо уже в Лос-Кристианос, потому что в Лос-Абригасе пляжа как такового нет. Hola. Muy bien. Gracias. Вот такие мирные люди проживают здесь, здороваются, улыбаются. Ну, это я скажу, что на всех Канарских островах. Не знаю, я никогда не сталкивалась на Тенерифе и на других Канарских островах с каким-то негативом. Вот здесь даже есть какой-то недострой. Какой-то, наверное, планировали жилой комплекс, так его не достроили. Ну вот такой райончик, вполне подходящий для проживания постоянного. Для туристической аренды, конечно, здесь не очень будет комфортно в плане того, что нет рядом пляжа. А для постоянного проживания вполне подходящее место.